Я вас категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Продолжаем играть в увлекательную, умопомрачительную игру Викинги War of Clans. И прежде чем начать, хотел бы напомнить вам подписаться на канал и прожать колокольчик, для того чтобы не пропускать ни одной новости, ни одного события, которое происходит в этой замечательной игре. А сейчас мы начинаем 5-й выпуск новостей. Помчали! И первое, о чем бы хотелось бы сообщить, это двойник шамана. Царь не настоящий! Если с героем и двойником было все понятно, то без шамана было крайне неудобно. Теперь что же мы сможем получить, если мы получим долгожданного двойника шамана? Дырку ты от бублика получишь! Это улучшение функционала атаки, улучшение функционала штурма, улучшение функционала шпионажа, а также можно будет весело и задорно гонять духов. Мочи козлов! Вот такая нехитрая функция. Фактически все показатели и все условия использования двойника шамана будут дублироваться, то же самое, как и в двойнике героя. Вы не сможете создавать сразу несколько двойников, вы не сможете увеличить количество походов. Если вы будете увеличивать количество энергии, оно будет сразу автоматически дополняться. Опыт, получаемый двойником, будет начисляться, не суммироваться. Так же самое, если у вас активен двойник шамана, то при отправке походов первым идет шаман, а за ним остается в городе его двойник. Предмет двойник шамана будет бустом ограниченного времени пользования. То есть, если сколько вы активируете этих бустов, они будут просто-напросто между собой суммироваться. Если вы отправите героя и шамана в дальние путешествия, вы не сможете ни переодеть его, ни сменить сет до тех пор, пока персонаж не вернется в ваш замок. Данный апдейт, я думаю, что облегчит очень сильно функционал игры и поможет игрокам более эффективно осуществлять те или иные военные действия, как и деф цитадели, для этого потребуется меньшее количество игроков, так же само и атаки. Прикрытие города с шаманом усилит аккаунт на всякий случай, чтобы ваши аккаунты не сгорели. Но это не точно. А сейчас я хотел бы вас познакомить с уникальным событием в нашей игре. Это выход нового ивента, который называется Мед Поэзии. Это крайне желанное событие, которое мы все ждали, потому что игра продолжает бить ключом, и это не может не радовать. А поможет мне в этом мой друг и помощник Мастерок. Он знает об этом все, поэтому предоставим ему внимание, а потом обсудим. Всем привет! Меня зовут Мастерок, и я хочу вам рассказать страшную, но поучительную историю. Все началось в начале времен, после кровопролитной войны асов и ваннов, когда мир узнал самое страшное преступление, какое только могло произойти. Это преступление совершили два Карла. Из этого злодеяния родился чудесный напиток, тот самый мед поэзии. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Много преступлений совершили коварные цверги, прежде чем их настигла кара. Мстителем выступил великан Сутунг. Схватив цвергов, он отвез их на скалу среди моря, Вор должен сидеть в тюрьме, верно? где их ждала неминуемая смерть от приливов. Те взмолились о пощаде и в качестве выкупа отдали великану волшебный мед. Брат, не убивай, брат. Деньги возьми. Все возьми. Слышь, не убивай, брат. Сутунг увез драгоценный напиток к себе в горы и спрятался в скалах. А сторожить его поставил свою дочь, великаншу Гунлёд. Некоторые считают, что Один украл у великана Мимира мед поэзии. На самом деле это не так. Во-первых, пострадавшим был не великан Мимир, у которого с Одина была честная сделка. А во-вторых, Верховный Ас разработал настоящую спецоперацию. Мы их сможем украсть! Я ведь еще не сказал, что украсть! Которую назвать обычным воровством было бы просто стыдно. Он явился к Сутунг в качестве работника по имени Бельверт, что в переводе означает «злодей». И потребовал плату, глоток меда, за свою работу. Сутунг не сдержал обещания, и тогда Один пошел на хитрость. Змеей он прополз в скалы, где находилась Гунлёд, и принял человеческий облик. Великанша не устояла перед его чарами, и в награду за любовь Один получил мед поэзии. Он осушил все сосуды и, превратившись в орла, без сожаления расставшись с возлюбленной, полетел в Асгард.
Сутунг бросилась в погоню. Пока Один летел, часть меда, которую он держал в клюве, пролилась на землю и досталась хорошим поэтам, а часть напитка переварилась и также пролилась на землю. В пылу погони она досталась плохим поэтам. Подожду еще чуть-чуть. Сутунг не догнал его, и Один благополучно добрался до Асгарда. О том, что случилось с злополучным Сутунгом, история умалчивает. И сия пучина поглотила и я в один момент. В общем, все умерли. Ну, очень интересно. И прежде чем познакомить вас с элементами данного ивента, я хотел бы объявить конкурс. Игрок, который максимально близко, максимально похоже и максимально красочно опишет данный ивент и в комментариях по данным видео нам предложит свое мнение, как он будет выглядеть и что будет содержать, получит уникальный приз от уважаемого Торина и разработчика. На, серьезно, ты не верил? Поэтому я прошу вас включить фантазию и написать вашу версию данного ивента. Погнали! Вот элементы, которые вы должны оценить, посмотреть и подумать, что же может здесь быть. Не сдерживайте себя, предполагайте, что же может содержать данный ивент. Кто будет в него играть, какие кланы, как будет осуществляться подбор и какие условия его проведения. А также кто будет в этом всем участвовать, какие кланы, какие будут лиги и в чем вообще в принципе суть данного ивента. Давайте попробуем чисто теоретически на примере от фонаря выдвинуть свою версию. Любопытно. Для того, чтобы принять участие в данном ивенте, вам скорее всего понадобится подать заявку, потому что если верить первому скриншоту, вы участвуете в сражениях, это уже хорошо. После этого у вас будет предоставлена возможность локация, состоящая из 3 полей, в которой могут принимать участие 3 клана. Это первая версия, которая у меня в голове возникла. 3 клана, которые участвуют в данной забаве. Значит, как будет происходить? Ивент является легендарным, поэтому помимо того, что он сам будет иметь конечный результатив, в нем будет еще и истребление противника, истребление войск, точно так же, примерно как в Асгарде и в битве за трон. То есть параллельные мини-ивенты личного характера. Значит, как будет происходить этот бой? Так как в здании у нас уже в замке предусмотрено будет отдельное здание, то через нее будет осуществляться выход на данную локацию. Как будет осуществляться бой, я не знаю, но мне кажется, что было бы неплохо, если бы это выглядело примерно вот так. Это будет так. Фокусы. Игроки подают заявку и принимают участие в дефе своих башен. Мы принимаем бой. Зеленая, синяя и фиолетовая — это, наверное, те траектории, по которым придется двигаться. Задача в игре — захватить отдельные стоящие башни, которых я могу предположить их 10, и проложить оптимальный курс для того, чтобы захватить башню соперника. То есть идти вам придется не просто, если верить третьей картинке, активной фазе сражения, то вам нужно, продвигаясь от башни к башню, проложить оптимальный маршрут к самому центру вашего соперника и захватить, и либо же разрушить, либо же, скорее всего, захватить его башню, тем самым набив максимальное количество очков и уничтожив максимально большое количество башен соперника. И по результатам данного ивента, который будет проходить также в пошаговом режиме, потому что здесь будет как и фаза защиты, и фаза атаки, будут выявлены максимально сильные и эффективные игроки. Ты сам понял, что сказал? Вот такая теория у меня возникла в голове. Ну а ваша теория я жду. Ребят, что хочу сказать и подвести итог. Игра наша развивается, она наполняется красками, новыми ивентами, новыми апдейтами, улучшениями и оптимизациями. Поэтому я считаю, что это крайне замечательно, но с вами, с вашей помощью мы сможем сделать нашу игру лучше. Поэтому пишите свои пожелания, свои мысли, что бы вы хотели увидеть в данной игре, а что бы видеть не захотели бы никогда. А пока подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и получайте ответы. С удовольствием буду делиться своим опытом. Да пребудет с вами сила. С вами я, Настя.
Сделать сказку без риска. Работай как мастер, чтоб не потерпеть фиаско.